Итак, сегодня на обзоре у часового матерый фонарик от Wubin. Это модель L3. Когда я делал обзор на фонарик X4, то в комментариях вы писали, что этот фонарик полочник, он не переживет песок, он чисто для того, чтобы поставить его на полку. Я им пользуюсь, проблем с ним нету, но для того, чтобы порадовать вот таких вот товарищей, я решил сделать обзор на вот такой вот максимально фонаристый фонарь от Wubin. Это модель L3. Почему я его купил? А потому что это не только фонарик на 3000 люмен, а еще и неплохой пауэрбанк на 18 Вт. Это практически быстрая зарядка. Итак, коротко по характеристикам. Moonlight здесь 5 люмен, светит он в нем 120 часов, минимальный режим 150 люмен, 20 с копейками часов светит. В режиме 500 люмен, это средний, он, заметьте, светит 6 часов. В максимальном сначала 1500, потом 1100 он светит 2,5 часа плюс 4 минуты, а в режиме турбо придется замерять, так как здесь не указано, сколько он светит. Дальность 226 метров, 105 грамм он весит, и также можно его ронять с 1 метра и, естественно, кунать в воду. На бумаге все выглядит максимально приятно, а теперь давайте распакуем и посмотрим, так ли все на самом деле. В рекламе написано, что он может осветить футбольное поле. Коробочка, которая лежала внутри коробочки, содержит внутри вот такую вот инструкцию. Инструкция для любителей китайского языка и любителей газет, поэтому мы ее отложим аккуратно в сторону. И посмотрим, что у нас идет в комплекте к фонарю. А вот в таком приятном кейсике лежит вот такой вот темлячок. Он классический, одинаковый абсолютно во все модельки ложится. Дополнительные 2 кольца, если вдруг те, которые внутри стоят, вы сотрете. И кабель USB-C, USB-C, поэтому мы все это дело здесь и оставим. А вытащим, собственно, сам фонарь. И вот такой внушительный красавец лежит внутри. Кнопка не так, как я привык, а сзади у нас расположена. А вот классический фонарик с батарейкой 18650, а вот L3. Давайте посмотрим, какая же внутри стоит батарея. Видите синюю наклейку на Wubin, а значит внутри есть пленочка, которая не дает аккумулятору соприкасаться с контактами. Все то же самое будет, как и в предыдущие разы. Да, вот такая вот синяя. В кнопке у нас стоит позолоченная пружинка. 4800 неплохая емкость, можно было даже 5 положить, потому что здесь, собственно, установлен пауэрбанк. Немножечко подсвечу, внутри также стоит пружина, а это значит что? Это значит, что данный фонарик не боится тряски. Проверим, можно ли его так поставить. Отлично стоит. Я попробовал включить фонарь, у меня не получилось. Это значит что? Значит, удаляюсь на пару секунд читать инструкцию и вернусь через 2 секунды к вам. Прошло пару секунд. А в моей реальности прошло примерно 2 недели, которые я пользовался данным фонарем. И казалось бы, фонарь классный, но о нем рассказывать сложно, потому что просто классный фонарь. Давайте, наверное, начнем с управления, потому что оно здесь обычное, но, как говорится, не совсем обычное. Да, здесь стоит тактическая пресловутая кнопка. Вы опять спросите, что такое тактическая? Попробую рассказать. Это та кнопка, с помощью которой вы напрямую можете попадать либо же к стробоскопу, либо же к турборежиму. Здесь это возможно, поэтому кнопка тактическая и еще и двухпозиционная. Прожимаете, фиксируется, к примеру, последний запомненный режим, в данном случае это 5 люмен. Но вы хотите попасть в режим турбо. Для этого вы наполовину нажимаете клавишу и через пару секунд получаете 3000 люмен. А как же стробоскоп, спросите вы? Показываю, выключаете фонарик и 2 неполных нажатия попадаете в стробоскоп, причем он работает на 3000 люмен и смотреть на него не стоит, потому что потом еще пару минут ловите всяких зайчиков. А зачем нам эти зайчики нужны? Особенно ночью. По режимам все просто. Вы его включаете, это идет режим 5 люмен, следующий идет 150 люмен, потом 500 и 1500. Продолжаете дальше нажимать и возвращаетесь в те же 5 люмен. Не самый нужный режим SOS спрятан за 3 нажатиями. Он выдает 150 люмен, работает 37 часов. Главное не забыть, как он включается. И вот еще в чем есть удобство данной клавиши. К примеру, вы зашли в основной режим, выбрали подходящую яркость, к примеру 150 люмен, выключаете фонарик. И для того, чтобы напрямую попадать в этот режим, вы можете, во-первых, полностью зажать клавишу и попадаете в стационарный режим 150 люмен. Либо же наполовину нажимаете и сразу же попадаете в 150 люмен. То есть чуть-чуть надо подсветить, вы коснулись, подсветили, отключили. На мой взгляд, это все удобно, хотя к этой клавише я привыкал пару дней. У меня то стробоскоп включался, когда не надо, то я переключал режимы, когда не нужно. Но когда вы привыкаете, все становится логично и пользоваться, в общем-то, удобно. Да, фонарик тяжелый. 183 грамма. В руке лежит приятно, но вес ощущается. По размерам давайте померяем. Голова у нас 29 мм и длина 138 мм. Назвать его полностью городским, к сожалению, я, наверное, не смогу. Хотя, если вам нужен пауэрбанк, давайте как раз его проверим, то
Ношение такого веса становится вполне себе оправданным. Итак, для того, чтобы добраться к порту USB-C, откручиваете вот такую вот короночку. Она с двух сторон закрыта резинками. И тут, кстати, наверное, стоит не забывать смазывать это все дело силиконом. Итак, вы ходите, светите, но у вас разрядился телефон. Подключаем его к данному фонарику. И вуаля, понеслась быстрая зарядка. При этом, конечно же, сам фонарик выключается, но, тем не менее, зарядка пошла. Вы спросите, насколько хватит данного аккумулятора. Давайте посчитаем. Итак, имеем аккумулятор 4800. Приблизительная эффективность нормальных пауэрбанков около 65%. Умножаем на 0,65. Получаем 3,120. Будем честными, округляем до 3. Вы от этого аккумулятора сможете подзарядиться на 3000. Много это или мало? Смотря какой у вас телефон. К примеру, вот в таком вот телефоне, это T12 Xiaomi, батарейка стандартная, на текущий момент это 5000. То есть вы зарядите приблизительно на 60%. Если у вас осталось 20, то получите практически 80%, на мой взгляд, неплохо. А вот такой вот мелочевки вы зарядите штук 8. А вообще, если задуматься, я не понимаю, почему в фонариках от 3000 мА во всех не встроен пауэрбанк, потому что плата стоит копейки и цена практически не изменится буквально на несколько центов, если добавить возможность реверсивной зарядки. Но в этом фонарике мы получаем не обычную на 1-2 ампера, а нормальную на 18 Вт, а это уже больше 3 ампер. С функцией пауэрбанка разобрались, она есть, она работает, если нужно пользуйтесь, если не нужно не пользуйтесь. Хотел бы сказать немножечко про оттенок этого светодиода. А светодиод здесь стоит SST70 или 70.2, производитель не указывает. У него, кстати, цветовая температура меняется в зависимости от мощности. И если на минимальной она около 5000, то на максимальной 5,5. Давайте возьму белую поверхность. Я не знаю, передает ли эта камера, но у него есть небольшая зеленца. И чем ближе к максимальной яркости, тем этой зеленцы становится меньше. На улице этого вообще никак не видно. К примеру, вот таким образом он светит после дождя. 5 люмен мы практически не видим, 150 люмен уже можно спокойно передвигаться. А вот 500 люмен вполне себе достаточная яркость, 1500 даже немножко избыточная. Ну, если кого-то нужно шугануть, конечно же, включаем 3000 турбо. И тут у вас, наверное, возникнет вопрос, как долго эта турбо будет работать. И специально для вас я сделал замеры, и у меня получается в пределах 30 секунд. При этом, если вы заметите, практически без падений идет около 15 секунд, а потом она начинает немножечко сваливаться в максимальный режим. И, скорее всего, останавливается на режиме 1100, потому что также я замерил, как он светит в режиме 1500. И если в турборежиме нам производитель ничего не говорит, сколько он просветит, и, собственно, тут он прав. Если у вас фонарик холодный, к примеру, 5 градусов, он просветит, к примеру, 30 секунд в турбо. А если он нагрет до 30 градусов, он может просветить и 15, и меньше секунд. Все зависит от того, с какой температуры он будет стартовать. Но режим High четко показывает 4 минуты. Ну, естественно, я замерил. И, как вы видите, в общем-то, в эти 4 минуты он вкладывается. Далее он потихонечку садится в режим 1100 люмен, и тут у меня возникает вопрос, а, к примеру, не лучше ли сделать 1200 люмен, которые вообще не будут проседать? То есть ты включил 1200 люмен, и 2,5 часа он шарашит в этом режиме. На мой взгляд, режимы, которые проседают, ну, такое себе. Хотя процесс отвода тепла здесь хороший. Я пробовал довести данный фонарик практически до максимальной температуры, до 60 градусов он доходит. И когда он доходит до 60, его держать практически невозможно, причем он прогревается весь. То есть вот до сюда он очень горячий, но тут уже, конечно, в хвостовике не такой горячий становится. И турборежим все равно включается, просто он работает более короткий срок. Мне кажется, что где-то внутри стоит термодатчик, и сюда еще не доходит температура, а он уже выключает данный турборежим. Потом он через время отходит, и опять турборежимом можно пользоваться, хотя снаружи температура уже, к примеру, 50 градусов, и держать его вообще некомфортно. Но для того, чтобы его так прогреть, нужно постараться и раз за разом включать турборежим. Только таким образом я его смог хорошо прогреть. Я совершенно случайно себе немножечко посветил глаз. И, если честно, ночью после этого я, скажем, до минуты не очень хорошо видел, поэтому на суперэффект рассчитывать не стоит, но 30 секунд точно зрение вас будет подводить после этого стробоскопа. Кто видел короткий ролик про данный фонарик, заметил, что с помощью него я открывал бутылку, и вы, наверное, заметили, что здесь есть вот такая вот штука, где у меня слетела анодировка. То ли от падения он у меня падал, то ли когда я бутылку открывал. На самом деле анодирование здесь прочнее, чем стандартных моделей, о чем нам производитель сообщает. И я это проверил, когда пробовал цеплять данный фонарик на велокрепление.
Велокрепление было не очень удачное, и вот здесь вот резьба его очень хорошо потрепала. Даже металл пострадал, но анодировочка-то осталась. Так что заявление производителя о том, что здесь более толстый, либо же более крепкий слой анодировки, не лишено смысла. Реально он здесь довольно прочный. Как видите, я прицепил темляк. Удобно ли им пользоваться? В принципе, да. Можно ли пользоваться без него? Тоже да. Так как он нужен только для тех случаев, когда вы можете реально его потерять. Ну, к примеру, зимой где-то по гололеду идете, либо же по грязи. Вот таким образом надели, зафиксировали, и никуда ваш фонарик не потеряется. И да, клипса здесь съемная, но зачем ее снимать, я, честно говоря, ума не приложу, поэтому, естественно, я ее не снимал. Немножечко про клипсу. Она здесь не двухсторонняя, хотя, возможно, это плюс, потому что вряд ли вы подцепите фонарик весом почти 200 грамм себе на кепку, тем более такой длины. Зато закрепить на рюкзак, либо же внутри рюкзака с помощью данной клипсы вы сможете. Я даже пробовал вешать его на джинсы, но, к сожалению, он очень сильно оттягивает джинсы. И это крайний вариант, если у вас, к примеру, нет рюкзака и нет карманов. Кстати, кнопка здесь утопленная. И случайно нажаться она не может. В этом есть еще один плюс. Вы можете поставить вот таким образом на стол, включить, направить в потолок. И довольно приличное освещение у вас будет в квартире. Если, конечно, у вас потолок белого цвета. Давайте еще раз посмотрим, как он светит на улице. Вы идете, к примеру, светите 150 люмен. Вам нужно подсветить что-то вдалеке. Чуть-чуть нажимаете клавишу, и 3000 люмен пробивает и просвечивает все, что вам нужно. И я даже не знаю ситуации, когда вам 3000 люмен может не хватить. Наверное, единственное, за что я не сказал, это за ширину боковой засветки. Она здесь около 90 градусов, центральный луч около 15 градусов. А вот таким образом это выглядит ночью. И на мой взгляд, такой ширины света вполне себе хватает. Если сделать шире, то он будет не так далеко светить, и 3000 люмен не будут казаться такими яркими. Точно, забыл его искупать. Давайте проверим. И как вы видите, воды он совершенно не боится. Можете помыть его с любой стороны. Если он сильно нагрелся, можете охладить в воде. На мой взгляд, ничего с ним произойти не должно, учитывая степень водозащиты. Кстати, сейчас на него идет скидка, и можно взять за адекватную цену. Купон я прикрепил, ссылочку на сайт, где брал, прикрепил. Все, что хотел, я про данный фонарик вам рассказал. Данный фонарик работает на аккумуляторе 21700, есть Powerbank, светит 3000 люмен. В общем, если вам нужен простой, надежный, яркий фонарик, Wuben L3 смело можно брать.